Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу, как использовать API ChatGPT. В прошлом видео я рассказывал, как настроить и начать использовать официальный сайт ChatGPT. Я показывал, чем может быть полезен ChatGPT в повседневных делах программистов. Как с помощью ChatGPT выучить новый язык программирования, подготовиться к собеседованию, либо решить какую-то повседневную задачу. Сегодня же я расскажу, как интегрировать ChatGPT в свой проект. Кому это может быть полезно? Это может быть полезно тому, кто хочет использовать всю мощь ChatGPT в своем сайте, мобильном приложении, либо Telegram-боте. В настоящее время достаточно много стартапов и бизнесов используют ChatGPT как основной инструмент для построения своей инфраструктуры, что позволяет им зарабатывать достаточно серьезные деньги. Итак, приступим. ChatGPT разрабатывается компанией OpenAI. Помимо ChatGPT, они разрабатывают еще несколько нейронных сетей, в том числе для работы с изображением и звуком. Для начала откроем их официальный сайт openai.com. На сайте можно посмотреть различную информацию, в том числе доступные API, описание, цены, что немаловажно. Также можно открыть ChatGPT, прочитать информацию о компании и многое другое. Если вы ни разу не регистрировались и не входили внутрь этого сайта, то вам потребуется регистрация, для чего необходимо использовать либо аккаунт в Google, Microsoft, Apple, либо электронную почту, а также ввести номер телефона. Я уже зарегистрирован, поэтому нажимаю логин. И после входа я сразу же вижу выбор из трех вариантов. Самый первый вариант это ChatGPT в веб-интерфейсе. То есть, если я на нее нажму, я попаду на ту же страницу, которую я рассматривал в прошлом видео. То есть здесь мы можем просто спросить ChatGPT какой-нибудь вопрос. Например, what is binary search? Все, получаем ответ. Этот способ мы описывали в прошлый раз. Вернемся назад. Вторая опция это DALL-E. Это нейронная сеть для работы с изображениями. Третья опция, которая нас как раз таки интересует, это API. Заходим. Компания предлагает несколько вариантов API. В данном случае нас интересует описание API чата GPT. То есть переходим по кнопке API Reference. Тут есть подробное описание основных команд. И в нашем случае будем идти сверху вниз. Сегодня пример будет на языке Python. Простенькая консольная утилита. Поэтому переходим в консоль. Для начала заведем папку для нашего проекта. Я показываю все на своем MacBook, поэтому команды будут для него. Но эти же команды полностью эквивалентны для любой Linux-подобной системе. Windows команды будут немного отличаться. Так, для начала создаем папку. Для этого использую команду mkdir, то есть make directory. И назовем папку ChatGPT. Переходим внутрь папки, используем cd. Все, мы внутри папки. Теперь откроем проект в любимой IDE. Я использую IntelliJ IDEA, бесплатную версию, но можете использовать другие, такие как Eclipse, NetBeans и любую другую IDE, которая вам нравится. Открываю, жму Open, папка репозиторий, Python, ChatGPT. Все, мы внутри проекта. Сразу же настроим наш проект, то есть выберем версию Python. Все готово. И заведем файлик. То есть в нашем случае
нас интересует новый Python файл main.py. Все, сразу же проверим. То есть стандартный hello world. Так. Настроим конфигурацию на выполнение. Чтобы добавить свою конфигурацию, выбираем Python, так как мы используем Python. Выбираем скрипт main.py. И все, в данном случае все готово. Теперь, чтобы выполнить файл, у нас есть два варианта. Один вариант это можно сделать в консоли, при том, как в консоли, в которой мы создавали папку, например, здесь, команда Python, потом на MacBook это Python 3. В Linux может быть команда Python, либо опять же Python 3. То есть я использую третью версию Python как более актуальную и установленную по умолчанию на MacBook. Чтобы выполнить нашу программу, передаем ее как параметр. Все готово. Также есть возможность выполнить команду из консоли, встроенную в нашу IDE. Для этого переходим во вкладку «Терминал». И также вызываем Python 3 main.py. Работает. И последняя опция – это выполнить программу, нажав на зеленую стрелку. Мы запускаем конфигурацию, которую мы настроили ранее. Программа работает. Теперь мы готовы, чтобы начать тестировать и проверять API ChatGPT. Для начала что нам требуется? Первым делом необходимо установить библиотеку OpenAI. Для этого используем менеджером пакетов pip. Это стандартный менеджер для Python. Опять же, для MacBook вместо pip надо писать pip3. Пакет установлен. Далее сразу проходим до примера. Этот пример, как мы видим, позволяет вывести список доступных моделей чата GPT. Притом даже не только чат GPT, а моделей OpenAI целиком. То есть это помимо чата GPT генерация картинок, распознавание звука и других. Скопируем и вставим наш файлик. Все готово. Можно попробовать это выполнить, но мы увидим ошибку, так как программа требует, чтобы мы использовали ключ API, который мы получим на сайте OpenAI. Этот ключ мы должны получить из настроек окружения. То есть мы должны его где-то сохранить. Так, попробуем выполнить в текущем виде. Видим ошибка. Также стоит обратить внимание, что тут есть поле организация, но в данном случае на работу программы это не влияет. Поэтому можно ввести, к примеру, running developer. Все. Так, теперь нам необходимо получить ключ API. Чтобы получить ключ API, на сайте заходим, нажимаем на иконку профиля, и тут есть пункт «Посмотреть ключи API». У меня уже есть один ключ, но сейчас для примера создадим новый ключ. Создаем ключ, называем его теперь YouTube. Так, и теперь нам нужно этот ключ где-то сохранить. Скопируем. Так, ключ у нас есть. Теперь его надо сохранить в настройках окружения. Есть несколько опций, как это сделать. Одна из опций – это сохранить его прямо в консоли. Для этого используется функция экспорт. Название ключа OpenAI API key равно и наш ключ. Все, теперь ключ находится в настройках окружения, и наша программа
будет работать. Попробуем запустить. Так. Что-то не так. Все-таки организация важна. Там оставим организацию как была. То есть организация это то, что введено в настройках аккаунта. То есть в данном случае будем использовать настройки по умолчанию, но в идеале это та организация, которая находится в списке ключей. То есть в целом вот. Ну тут можно. Так, попробуем выполнить еще раз, учитывая, что мы вернули организацию. Так, ошибок нет. Теперь выведем результат. Назовем модели. Распечатаем. Выполняем. Все, мы получили ответ. Это достаточно большой список, в котором содержится подробная информация о модели. Самое важное поле – это ID модели, потому что именно это поле передается при использовании любого API OpenAI. Также стоит учесть, что мы сейчас сохранили ключ в настройках окружения в данной консоли. Это ключ работает только в данном виде. То есть если мы даже запустим с помощью инструментов API, то это тут уже не работает. Есть вариант использовать и настроить окружение прямо в настройках окружения. То есть настроить переменное окружение здесь. Для этого нажимаем сюда и добавляем переменную OpenAI API Key. Сохраняем ключ. Пробуем выполнить. Все опять же работает. Третья опция и самая правильная – это сохранять переменное окружение в специальном файлике .env. Это позволяет заводить и настраивать переменные в зависимости от вашего окружения. То есть, например, вы можете разрабатывать на компьютере или тестовом сервере с одними ключами и переменными, а на настоящем боевом сервере поменять ключи на продакшн и более правильные, действительно рассчитанные на дальнейшую работу. Поэтому создадим новый файл .env. Тут заведем нашу переменную OpenAI API Key и наш ключ. Теперь, чтобы воспользоваться и использовать данные из этого файла, нам нужно использовать библиотеку .env. From .env import loadenv. Надо вызвать функцию loadenv, которая загружает файл с нашими настройками. По умолчанию этот файл .env, но можно установить свой. В данном случае менять не будем, потому что у нас файл по умолчанию. Стоит учесть, что чтобы использовать библиотеку .env, ее надо сначала установить. У меня она установлена, но если у вас нет, то надо выполнить pip3 install, либо pip install .env. Выполняем. Все выполнено. У нас сейчас стоит новая версия. Так, теперь пробуем запустить. Проверяем, что это ничего не сломалось. Так, все работает. Теперь посмотрим формат ответа. То есть все модели хранятся в поле с именем data.
выведем список моделей, то есть список только ID, так как это наиболее важная информация, которая нас интересует. Для этого в цикле переменная с именем модель, models, поле data. И выведем построчно ID каждой модели. Так, на этот раз можно выполнить отсюда. Так, что-то не нравится. Переменная data. Все, мы получили весь список. Тут достаточно большой список. Нас интересуют модели, которые называются с GPT. А конкретно GPT-4 это наиболее современная, но более дорогая модель. Она дает более качественные ответы, но стоит дороже. А также хороший вариант для начинающих это GPT 3.5 Turbo. Ответы чуть похуже, но в целом тоже приемлемые. Так, теперь посмотрим, как использовать далее. Так, нас интересует чат с чатом GPT, поэтому сразу же открываем пункт чат и смотрим, что тут есть. Справа мы видим пример объекта. Да, так. Так. Пример объекта, который возвращается API чата GPT на запрос. Так, нас интересует создание очередного запроса. То есть мы будем в консоли делать то и эмулировать работу сайта чата GPT. То есть, как мы видим, тут отправляется запрос пост на адрес API OpenAI, чат и completion. То есть, чтобы нам выполнить нечто подобное, нам нужно, используя библиотеку OpenAI, выполнить нечто подобное. То есть заведем переменную response, в которой будет наш ответ, и вызовем метод OpenAI .chatCompletion. То есть имя метода, оно практически эквивалентное имени необходимого запроса, только написано camel кейсом. Также смотрим, какие параметры нужны. То есть тут два обязательных параметра, это модель и сообщение. Есть еще другие параметры, но они нужны для более точной настройки и являются необязательными. Про них можете подробнее почитать здесь и поиграться, поменяв их значение. В целом, значения по умолчанию в большинстве случаев тоже подходят. То есть нас интересует модель. Можно выбрать модель 3,5 либо 4. 3,5 будет дешевле, поэтому будем использовать ее. Первая переменная это модель GPT 3,5 Turbo. Параметр модель. Также параметр messages. Так, create model. И второй параметр это messages. Messages принимает на вход список с сообщениями. Заведем его как отдельную переменную. Назовем тоже messages. То есть сразу введем это в таком виде. Так, выведем ответ. Response. Чтобы отправить запрос, в список messages надо добавить хотя бы одно сообщение с запросом чату GPT.
каждый объект запроса содержит роль и сам текст запроса. Роль в поле роль. Есть три роли: System, User и Assistant. System — это некое общее описание, которое делается перед всеми запросами. Это эквивалент Custom Instructions, который мы видели в прошлом видео. То есть вот это поле верхнее. Поле user — это поле, которое отвечает за текст, который ввел сам пользователь. Также есть роль Assistant. Роль Assistant отвечает за ответы чата GPT. Особенность чата GPT в том, и особенность общения с API, что в каждом запросе и в каждом ответе и уточнении сервису надо передавать всю историю запросов. То есть первое опциональное — это сообщение типа System, которое задает общую настройку, а дальше запросы пользователя, ответы чата GPT. Смотрим на примере. То есть для начала напишем простенький запрос, чтобы посмотреть, как это работает в целом. То есть будет запрос от пользователя, а текст будет просто hi. Так, посмотрим, что получилось. Сразу же закомментируем, даже в принципе можем удалить получение модели, чтобы в ответе было меньше информации. Так, получили ответ. В ответе видим, в choices находится ответ API, то есть список, в котором есть поле сообщения в том же формате, в котором мы передавали сообщение. То есть это ответ сервиса, и мы видим роль Assistant. Также тут есть дата, timestamp, ID, модель используемая, запрос текущий, а также сколько токенов мы использовали. Ответ, количество используемых токенов, важно для расчета стоимости API. Можно посмотреть на официальном сайте, у них есть страничка с ценами. Если мы на нее перейдем, то ниже мы видим различные сервисы, то есть чат GPT-4, 3.5 Turbo, то есть именно та версия, которую мы используем сейчас. Различные модели дообученные и другие. Модели по генерации картинок, аудиомодели и прочее. То есть мы, если посмотреть на цены, то мы видим, что для GPT-4, опять же, есть две версии с большим и меньшим контекстом. Вот это 8К контекст и 32К контекст, это означает, что общение с чатом GPT может быть до суммарного объема сообщений 8000 токенов. Количество токенов в целом оно меняется, но можно условно считать, что для английского языка, то это примерно равно числу слов. Если же используются другие языки, например, русский, либо какие-то другие кодировки, то количество токенов примерно равно числу символов. То есть версии с 32 тысячами токенов можно вести гораздо дольше беседы, и контекст будет намного лучше. Тут видим цены. Цены отличаются и берутся как за входящие запросы, так и за исходящие. То есть тут можно посчитать, притом цены выдаются на 1000 токенов. В нашем примере мы использовали, получается, суммарно 17 токенов. Так, 8 токенов на запросе и 9 completion tokens — это токены ответа. То есть, если посмотреть, это на самом деле очень дешево. И при том интересно, что мы использовали модель
3,5, которая гораздо дешевле. То есть если мы видим, тут 6 сотых, а 3,5 3 тысячных. То есть разница на порядок. То есть тут можете ориентироваться на цены. И в принципе, если вы используете API чата GPT, то имеет смысл логировать и сохранять все запросы и цены, чтобы потом, ну или в процессе использования можно было считать и ориентироваться на то, сколько вы тратите денег. Так. Теперь у нас есть пример использования. Попробуем написать что-то похожее на настоящий сервис. То есть у нас будет консольный клиент, который имитирует работу с сайта чата GPT. То есть вот этого интерфейса, при том включая поля, заданные в Custom Instructions. Для этого для начала создадим поле так, тут поле с роли System, сюда запишем Custom Instructions. Custom Instruction. Custom Instruction возьмем как поле ввода. Для этого используем функцию input и текст Custom Instruction. Двоеточие. То есть введем первым запросом общую информацию о пользователе. Далее у нас будет цикл while true, то есть бесконечный цикл, в котором мы будем запрашивать вопрос, будет question. Также с помощью функции input. И такая строка приглашения. Теперь нам надо добавить пользовательский вопрос в список уже существующих вопросов. Для этого выполняем append, который добавляет новый элемент в массив. Новый элемент — это словарь с полем роль, это в данном случае пользователь, user, текст, content, текст question. Так, messages есть. Теперь мы можем это выполнить. Так. Ответ находится в поле choices, и это список. То есть итерируемся. For choice response choices. Так. И далее само сообщение находится в choices. Так, в choice message. То есть что нам нужно? Опять же добавляем в месседже ответ сервиса. То есть это choice message. Также не забываем вывести это в консоль, чтобы понять, какой был ответ от бота. Напишем бот, двоеточие. Выведем сам текст ответа в поле контент. Так. У нас практически все готово. Осталось только до того, как запросить ответ у чата GPT, надо проверить,
служебное слово для выхода из цикла. Допустим, у нас будет несколько вариантов выхода. Будем проверять, либо это Q, либо это exit, также quit. То есть одно из этих трех слов будет завершать программу. Просто вызываем break. Пробуем запустить. Так, custom instructions. То есть будет I'm Так, ладно, мне 36 лет. My name is Тимур. Так, и наш ответ. Наш вопрос. What is my name? Так. Тут ChatGPT не справляется. Напишем тогда ему явно. My name is Тимур. Так. Теперь пишем еще раз. Спрашиваем его еще раз. What is my name? Так, и в этот раз он уже пишет. Теперь какой-нибудь простенький вопрос. Пример считается от 1 до 10. Посчитал. Следующие, примерно, следующие 5 чисел. Так, тут же, опять же, он справился успешно. То есть в целом мы получили практически эквивалент сайта ChatGPT, и этот код можно улучшить и интегрировать в свое приложение, сайт, а также Telegram-бот и отвечать в контексте пользователя. Например, можно задать очень сложную инструкцию входную, которая позволяет форматировать ответы, либо дополнять запрос пользователя информацией об этом же пользователе с вашего сайта либо бота. То есть, например, вы знаете, откуда он, его город, имя, фамилия, возраст и другие данные, какие-то интересы, что позволит вашему сайту отвечать на запросы пользователя, оперируя его персональными данными и решать проблему. На этом все. Сегодня было короткое видео. Пишите ваши комментарии, спрашивайте, что вы хотели бы узнать о чате GPT в дальнейшем. Так, код API будет в комментарии и доступен в следующие несколько дней. Можете попробовать его, либо рекомендую попробовать зарегистрироваться самим и начать использовать. Всем успехов в освоении искусственного интеллекта. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.